Есть два типа руководителей. Результат их дня совершенно противоположен. Одни за 8 часов создают хаос, убытки и интриги. Другие за те же 8 часов прибыль, доверие и рост. В чем разница? Не в усердии, а в их методах управления. Именно эти методы и причина, почему блок АЭС раньше строили за 5 лет, а сейчас за 10. Почему бизнесы, компании и целые отрасли топчутся на месте. Первых я называю эффективные менеджеры, и главный продукт – цветной PowerPoint, презентации, а не прибыль. Они отчитываются о процессе, но не отвечают за результат. Вторых я называю грамотные руководители, и главный продукт – развитие компании. Сегодня проведем наглядный эксперимент, мы возьмем один рабочий день каждого с 8 до 17 и разберем его по часам для двух типов руководителей. Смотрите и сравнивайте со своим днем. Начинаем. Давайте рассмотрим день эффективного менеджера, который обычно создает хаос в компании, и грамотного руководителя, который создает порядок. Наша цель – прийти от хаоса к порядку. Итак, поехали. В 8:00 первый, это эффективный менеджер, приезжает в офис и сразу ныряет в оперативку. Почта, чаты, заявки. Он начинает день с задач и микроменеджмента других людей. Второй начинает день с команды. Он в первую половине дня делает обход, живое общение, чтобы уловить настроение и настроиться на день вместе со своей командой. То есть он ходит по подразделениям или в цеха и узнает, что происходит на местах. В 9:00 у первого начинается двухчасовая планерка, марафон пожарных совещаний, отчеты о вчерашнем дне, поиск виноватых, разговоры ни о чем. Второй в 9:00 проводит 15-минутный стендап у цифрового дэшборда. Обсуждается только одно: где красные зоны в плане на вчера, какое решение предлагает команда, никаких оправданий, только решение. 11:00. Первым мчится тушить пожар в цех. Он глубоко в микроменеджменте, потому что иначе никто не сделает. Он так считает. Второй в это время работает как архитектор. Он утверждает выданное ему решение его подчиненными и предложенные командой сотрудников. Его роль быть судьей и стратегом, а не пожарным. В 12:00 обед. Первый жует сэндвичи, уткнувшись в экран, решает текущие вопросы, звонит по телефону, его мозг не отдыхает, а второй делает полноценный перерыв, осознанно восстанавливается. Он знает, что его главный инструмент – ясная голова. Друзья, ваши истории, вопросы, проблемы, опыт пишите в комментариях. Это самое ценное для нашего канала. Пожалуйста, делитесь ими каждому ролику. А чтобы YouTube рекомендовал наши видео другим зрителям и этот канал рос, нам очень важна ваша поддержка. Лайк, подписка на канал и по возможности просмотр роликов до конца. Спасибо, что вы так активны. Это лучшая помощь от вас для развития канала. Чтобы не пропустить новые ролики об управлении, жмите на колокольчик. У меня анонс. Скоро выйдет исторический обзор, как менялись подходы к управлению в России с 2001 года по 2026. Это поможет понять корни сегодняшних проблем и увидеть путь к изменениям в Институте управления всеми отраслями нашей большой страны. Итак, 14:00. У первого внезапное срочное пожарное совещание по возникнувшей проблеме в цеху, которую должны были решить утром. Колесо хаоса крутится снова, без остановки. Второй в это время проводит сессию развития, короткая встреча не по задачам, а по росту его ключевых сотрудников и руководителей. Он уже инвестирует в будущее компании. 16:00. Первый погружен в разбор входящей почты и подготовку красивых отчетов наверх акционерам или заказчикам. Имитация бурной деятельности у первого в разгаре. У второго вечерний 15-минутный разбор дэшборда. Сверка итогов дня с планом, фиксация результатов. День закрыт, у него все по полочкам. Наступает 17:30, первый остается допоздна, разгребает почту, протоколы, думает, какие задачи поставить на завтра своим сотрудникам. Днем же некогда было над всем этим работать. Итог – выгорание, его ежедневная работа – это сплошная депрессия. Второй свободен, он уходит вовремя, потому что система, которую он построил, работает без его постоянного вмешательства. Вот она разница. Не в количестве часов, а в их качестве проведения. Эффективный менеджер управляет хаосом, а грамотный руководитель управляет системой, которая хаос исключает. И самая проблема в том, что первый тип – это очень частый случай в российских компаниях.
Это 80% управленческого состава в России на 2026 год. Это те самые люди, которые за 15 лет вытесняли настоящих управленцев, разваливая промышленность и разбазаривая бюджеты. Их продукт – имитация бурной деятельности и лояльность вышестоящему руководству. Можно ничего не делать, но выполнять указания свыше. Их не увольняют годами, даже если компании и целые отрасли идут в упадок, так как они чьи-то эффективные менеджеры. И мы все за это платим. Но второго типа грамотного руководителя можно и нужно возрождать. Именно с этого начинается возрождение любого бизнеса, любой отрасли. Я 25 лет работаю в промышленности, 12 лет из них создаю архитектуру управления, системы, которые превращают хаос в порядок, который заменяет имитацию бурной деятельности на результат. Если в сегодняшнем разборе вы узнали свой день, знайте, это лечится. Это системная работа над вашей архитектурой управления. И в следующем итоговом ролике об архитектуре управления я соберу для вас все кирпичики в целостную схему. Вы увидите, как оргструктура, сквозное планирование, финансы и оперативное управление собираются в единый рабочий механизм, в ту самую архитектуру управляемого бизнеса. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить эту сборку. А сейчас напишите мне в комментариях, в какой час дня вы узнали себя или своих коллег больше всего. Давайте измерим масштаб бедствия. Спасибо, что досмотрели до конца. Успехов вам в построении вашего грамотного бизнеса.